Всем привет! Это видео будет грустное, но жизнь такова и больше никакова. Проблем много, их нужно обсуждать. Это видео будет без музыкального сопровождения, но зато вы, зрители, сможете тихо включить свою музыку фоном. За свою жизнь я повидал многое, хоть и не все. Хотел бы я многое не видеть, но дальше будет хуже. Жить плохо, а плохо жить еще хуже. Многое раньше было лучше, а сейчас стало хуже во многих отраслях. В мире есть много плохих вещей и много хороших. Плохих, конечно же, больше. Но у некоторых людей есть больше хороших вещей. И все у них сладко да гладко. Это видео сделано, чтобы погрузить, а может даже и поплакать, если получится. Кто-то говорит, что все будет хорошо, но хорошо быть не может. Может быть только не очень плохо. Игры. Техника. И другое. Лев. Мне 23 года, что дальше? Почему все так плохо? Мне наконец-то исполнилось целых 23 года. Это очень много. За эти годы я смеялся и плакал, и не только. Раньше я был более ловким и быстрее думал. Когда-то я мог передвигаться на четвереньках без проблем. Эти времена давно прошли, и наступили плохие, а потом очень плохие времена. Почти каждый день у меня болит что-то одно или несколько частей тела. Голова, спина, левая стопа, правое колено и не только. Всегда есть дерматит, а бывает скакивает стоматит, это полости и делает несколько дней весьма болезненными и грустными. Также может быть два стоматита. Бывает, что соседи сверят очень громко 16 часов. Сначала было очень громко, нужно было закрывать уши, и руки очень уставали, а потом стало немного тише. Но все равно от этого очень болит голова, и я очень нервничаю. У организма много недостатков, многие из них уже есть в интернете. 2 года, 2 функции на некоторые органы. Это очень плохо, так как очень много сбоев, когда одно и то же делает разные вещи. У моей мамы частично отнялась рука в 30 лет. Будет ли у меня так же, непонятно. Вдобавок к периодическому стоматиту добавилась какая-то киста во рту. Пришлось есть таблетки, чтобы болело чуть меньше. Было очень больно и долго. 2 дня это очень долго, если болит сильно. Чем сильнее болит, тем медленнее идет время. Пришлось смотреть видео в интернете, чтобы отвлечься. Но не всегда это помогало. Вот видео заканчивается, а голова все равно болит. Казалось бы, раз мне суждено умереть 59 лет, скорее всего, то и жизнь должна быть лучше, хотя бы до 50. Но все часто идет не так, как хочется. Бывает много дел, а бывает мало. А бывает и так, что некоторые вещи надоедают. Иногда так хочется, чтобы некоторые дела, особенно утренние, не нужно было делать. Либо они делались автоматически. Но так никогда не будет, может быть, либо так же, либо хуже. Каждый день приходится отводить на них 30 минут своего времени или больше. Не всегда получается сделать то, что хочется, а бывает и так, что то, что обычно получалось, не удается сделать, либо удается, но с задержкой. А еще бывает и так, что судьба дает не то, что хотелось бы, хорошее, но не совсем то. Все равно чуть-чуть обидно. Бывает, происходит грустные события и хочется плакать и плакать, но где-то 1,5 года назад случилось что-то непонятное. И данный процесс уже не удается сделать, что оказывается хорошо. Ведь раньше нужно было это делать через 2 часа, и продолжительность сократить не удавалось. Техника ломается, и стиральная машина стала плохо работать. С другими приборами тоже много проблем. Сейчас непозволительно не говорить, не писать сообщения, касающихся некоторых тем, а это значит, что нужно так и делать. Иногда нужно молчать, иначе будет очень плохо. Некоторые вещи всегда нужно держать в себе и никогда о них не говорить, даже если очень хочется. Нужно терпеть, и может быть когда-нибудь через несколько лет они изменятся и что-то будет лучше. Но это не точно. Примером одних из таких вещей может быть то, что написано в видео «Он меня бил».
Бывает, что сделал что-то хорошее, а вроде бы и не совсем. Нужно было сделать на 20% лучше или больше. Это также обидно. Огорчает и то, что сделанное за 5 лет и больше может быть уничтожено в 1 миллисекунду. Нужно перестраховываться и стараться предотвратить такие печальные ситуации. Я никогда не стану нормальным и вряд ли смогу когда-либо нормально ходить. Вот такое получилось видео, очень нерадостное. Ничего радостного быть не должно, быть это запрещено. Дальше я все равно буду стараться делать видео, хоть их и смотрит мало людей. В будущем я сделаю видео «Старая реклама 16». Как же это бесит. 6. Баги, прикольчики, мемчики. 3. Третья часть будет последняя. Нужно постараться немного сменить тематику. Когда-нибудь я закончу вуз. В этом году или до апреля следующего года. Надеюсь, мне дадут диплом. Многие говорят, что он не нужен, но его спрашивают на курсах сисадмина. То есть без него их не пройти. Просто не принимают на них, вот они и платные. Вуз, к сожалению, тоже платный. Но ничего не поделаешь. Сидишь дома, так что все будет платное. Буду и дальше цифровать видеокассеты и что-то еще. Что принесут и что могу. Вот и все. Посмотрите также и другие видео на канале.